Всех приветствую, друзья, на своем канале. Меня зовут Давид, и в этом выпуске мы разберемся, как уйти с найма и работать на себя. Задумайся на минуту. Как часто ты ловишь себя на мысли, когда же наконец пятница? Как часто ты считаешь дни до отпуска, мечтая хотя бы на короткое время сбежать от этой работы? Просыпаешься утром и с тяжестью идешь на работу, понимая, что впереди тебя снова ждут бесконечные дела, которые не приносят тебе никакого удовольствия. Почему так происходит? Почему так много людей проводят десятки лет на работах, которые им совершенно не нравятся? Мы привыкли думать, что это нормально. Работать там, где нас не ценят, где ты чувствуешь себя винтиком в этой огромной большой машине. Это ведь стабильность, так многие нам говорят. И самое печальное, что многие даже не пытаются что-то изменить. Страх перед переменами настолько велик, что люди готовы терпеть неудовлетворенность всю свою жизнь. Но давай задумаемся, разве об этом ты мечтал? И разве это и есть та жизнь, которую ты хочешь? Ведь настоящая работа должна заставлять тебя просыпаться с радостью и желанием двигаться прямо вперед. Представь, каждое утро ты встаешь с энтузиазмом, зная, что тебя ждет день полон возможностей, где ты делаешь то, что по-настоящему приносит тебе удовольствие. Ребят, хотите узнать, как найти ту работу, которая будет вдохновлять тебя и зажигать каждый день? В моем телеграм-канале я делюсь своим опытом и тем, как именно ты можешь изменить свое мышление и начать двигаться к финансовой независимости. Обязательно подписывайся, чтобы узнать, как найти свое дело и начать зарабатывать на том, что тебе действительно нравится. Сколько раз ты слышал фразу «найди работу, которая тебе нравится, и тебе не придется работать ни дня в жизни». Это может звучать как клише, но правда в том, что это действительно работает. Когда ты занимаешься тем, что приносит тебе действительно удовольствие, работа перестает быть работой. Это становится твоим призванием. Ты перестаешь считать дни до выходных, потому что каждый день приносит тебе радость и удовольствие. И вот тут ключевой вопрос. Как найти же такую работу? Ответ прост. Ты должен монетизировать свои сильные стороны. Подумай, что у тебя получается лучше всего. Что тебя вдохновляет? Какие навыки у тебя развиты лучше других? Многие люди даже не задумываются о том, что их сильные стороны могут приносить доход. И он весьма значительный. Мы привыкли думать, что деньги зарабатываются тяжелым трудом на скучных, однообразных работах. Но на самом деле каждый человек обладает уникальными талантами, которые можно и, самое главное, нужно монетизировать. Возможно, ты отличный коммуникатор, и тебе стоит попробовать себя в продажах или маркетинге. Может быть, ты прекрасно разбираешься в цифрах, и это твой шанс стать успешным трейдером или финансовым аналитиком. А может, у тебя золотые руки, и тебе стоит создать свой собственный бизнес по ремонту или созданию уникальных изделий. Твой путь — это не обязательно путь других. Не нужно смотреть на то, что делают окружающие, и пытаться подстроиться под них. Ты должен искать то, что приносит тебе удовольствие. Именно тебе, а не гнаться за чужим успехом. Когда я сам начал искать свое дело, я прошел через многое. Да, действительно было такое. И не сразу пришел к трейдингу. Сначала мне казалось, что нужно просто найти стабильную работу с хорошей зарплатой, и этого будет достаточно. Но я быстро понял, что это вообще не так. Когда ты не любишь то, чем ты занимаешься, деньги не приносят никакого счастья. Каждая минута на работе становится мукой, и рано или поздно ты понимаешь, что даже высокая зарплата не стоит того, чтобы тратить на это свою жизнь. Мне понадобилось время, чтобы найти свое признание. Но в какой-то момент я понял, что мой путь — это трейдинг. Я всегда интересовался финансами, аналитикой. Мне нравилось работать с цифрами. И когда я начал погружаться в мир трейдинга, я осознал, что именно это занятие вызывает у меня настоящую страсть, и у меня горели глаза. Но, честно говоря, это было нелегко. Многочисленные ошибки, потери денег, сомнения в себе. Но каждый раз, когда я думал сдаться, я вспоминал, что трейдинг — это то, что действительно приносит мне удовольствие. И эта страсть помогала мне
преодолевать все трудности. Но трейдинг не для всех, сразу скажу. Я не говорю, что ты должен заниматься тем же самым. Возможно, твоя страсть кроется в чем-то вообще другом. Главное не бояться искать и пробовать. Не бойся перемен. Подписывайся на мой телеграм-канал, чтобы узнать больше о том, как найти свое дело и начать зарабатывать на своих сильных сторонах. Там я рассказываю о том, как перейти от работы на кого-то к работе на себя. Делюсь стратегиями, которые помогут тебе найти свое призвание и сделать первый шаг к финансовой независимости. Не бойся перемен. Одна из главных причин, по которой люди остаются на ненавистной работе годами, это страх перемен. Да, перемены пугают, да, они могут быть болезненными, но они необходимы. Перемены – это единственный способ выйти за рамки своей зоны комфорта и начать жить той жизнью, о которой ты мечтаешь. Задумайся, почему ты боишься перемен? Что может случиться, если ты попробуешь что-то новое? Чаще всего это страх перед неизвестностью. Мы не знаем, что ждет нас за порогом привычного, и поэтому остаемся на месте. Но ведь именно за этим порогом скрываются новые возможности, успех, который ждет тебя, если ты осмелишься сделать этот первый шаг. Мне самому было страшно уйти из стабильной работы с регулярной зарплатой. Это серьезный шаг, но я понял, что если я не попробую, то буду жалеть об этом всю жизнь. Я решил рискнуть. Я начал учиться, пробовать новое, развиваться. И со временем я нашел свое дело, которое не только приносит мне доход, но и заставляет меня просыпаться по утрам с желанием действовать. Часто люди задают мне вопрос: Давид, а как же стабильность? Как же безопасность? И я всегда отвечаю на это: стабильность – это иллюзия. В любой момент тебя могут уволить, твоя компания может обанкротиться, и все, что ты считал стабильным, исчезнет в одно мгновение. Но если ты работаешь на себя, если ты занимаешься тем, что любишь и что умеешь делать лучше всего, ты всегда будешь на плаву. Потому что ты сам управляешь своей жизнью. Перемены могут быть страшными, но они неизбежны. Либо ты сам выбираешь их, либо они происходят без твоего участия. И что лучше, ждать, пока тебя вынудят к переменам, или взять все в свои руки и начать действовать? Те, кто боится перемен, это те, кто достигает успеха. Они не боятся сделать первый шаг, потому что понимают, что за переменами всегда следует рост. Они знают, что нужно рисковать, пробовать новое, учиться на ошибках, и главное, они знают, что перемены ведут к лучшей жизни. Не жди перемен, начни их сам. Присоединяйся к моему телеграм-каналу, где я рассказываю, как ты можешь изменить свою жизнь, найти свое призвание и начать зарабатывать на своих условиях. Там ты найдешь пошаговые инструкции, полезные советы и поддержку сообщества, которое уже начало свой путь к свободе. Если ты чувствуешь, что застрял на месте, что твоя работа больше не приносит тебе радости, если ты устал ждать пятницы, чтобы почувствовать себя живым, это знак. Это знак того, что пора что-то менять. Не бойся перемен, они могут быть пугающими, но за ними всегда скрываются новые возможности. Начни искать свое дело, развивай свои сильные стороны, и тогда работа перестанет быть тяжелой обязанностью. Она станет источником вдохновения и радости. Найди то, что заставляет тебя просыпаться по утрам с энтузиазмом, и начни монетизировать свои навыки. Не позволяй страху держать тебя на месте. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что не приносит тебе никакого счастья. Хочешь начать свой путь к свободе? Обязательно подписывайся на мой телеграм-канал и узнай, как найти свое призвание, как развивать свои сильные стороны и как выйти из найма, чтобы работать. Буду ждать тебя там. С вами был Давид, и всем пока.